Здравствуйте, друзья! Голосование, проведенное мной в телеграм-канале, показало, что у вас есть большой интерес к этой теме. Поэтому, как я и обещал, предлагаю вашему вниманию урок, в котором мы с вами рассмотрим создание счетчика коммунальных услуг в Home Assistant. Это логический сенсор или набор сенсоров, которые позволяют получать данные по постоянному или периодическому, чаще всего ежемесячному, энергопотреблению, основываясь на данных, полученных от розеток или реле с энергомониторинга. В отличие от сенсоров физических устройств, созданный нами счетчик может при необходимости автоматически сбрасываться в начале нового периода и может учитывать несколько тарифов, переключаясь между ними в указанное время. Весь процесс я покажу максимально подробно и, чтобы было легче новичкам, все буду делать исключительно в графическом интерфейсе, используя штатные инструменты Home Assistant. А перед тем, как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти как можно больше людей, интересующихся темой умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. В качестве исходных данных, как я и сказал, мы будем использовать физические устройства. Это могут быть розетки или реле с энергомониторингом. Также существуют электросчетчики без непосредственного подключения к линии питания, которые используют токовые трансформаторы. Принципиальной разницы нет. Лично у меня больше всего вот таких розеток, ссылки на них я оставлю в описании. Но в качестве тестовой платформы у меня будет другой, очень распространенный вариант розетки TS0121 из экосистемы TUE Smart, подключенный в Zigbee to MQTT. Подавляющее большинство таких устройств имеет уже готовый сенсор энергомониторинга, который мы и будем использовать в качестве исходных данных. Если у вас вдруг устройство, которое показывает только мгновенную мощность в ваттах, то необходимо будет создавать дополнительную сущность, которая называется интеграл Римана. В этом видео я не буду касаться этой темы, чтобы не перегружать его, но как это делается, можно посмотреть в моем прошлогоднем уроке, ссылка в описании. Это Zigbee устройство, которое работает с Zigbee to MQTT и добавляется в Home Assistant через интеграцию MQTT. Но для работы счетчика электроэнергии нет разницы, из какой именно интеграции пришло устройство, принцип действия совершенно одинаков. Это может быть из EHI, например Local TUE или интеграция Gateway 3. Нам нужен сенсор, который показывает значение в киловатт-часах. Тут я специально использую счетчик, значение которого не равно нулю, для нашей задачи это значение не имеет. А как сбрасывать показания на таких розетках, смотрите в моих видео, ссылки в описании. Копируем его название, оно нам будет нужно при создании счетчика электроэнергии. Теперь создаем счетчик. Переходим в меню настройки и в нем выбираем пункт устройства и службы. Нам нужна вкладка «Вспомогательно», именно на ней создаются различные виртуальные объекты, число которых относится и счетчик. Нажимаем на кнопку «Создать вспомогательный объект». Как видите, я держу обещание и показываю все максимально подробно, чтобы все могли усвоить материал и повторить показанные действия. В появившемся списке ищем объект, который называется «Счетчик коммунальных услуг». На самом деле он может работать не только с электричеством, но и с водой и газом, но в этом видео мы с вами рассматриваем вариант с энергопотреблением. В открывшемся окне мастера создания счетчика указываем название, его придумываем сами. У меня он называется Fridge, соответственно будет учитывать потребление холодильника. Цикл сброса счетчика – это период времени, через который накопленные показания будут сбрасываться. Тут есть разные варианты, но наиболее применимыми мне видятся два. Это первый – никогда не сбрасывать. Он нужен для дублирования показаний квартирного электросчетчика, например, с устройства, установленного на вводе. Эта цифра не может обнуляться, она только растет. Второй – это месячный цикл, который мы и рассмотрим в этом видео. Он пригодится для понимания, сколько энергии потребляет то или иное устройство в месяц. Смещение сброса счетчика – это параметр, который нужен именно для такого цикла длиной в 1 месяц. Если его не устанавливать, то показания будут сбрасываться в 0 часов 0 минут 1 числа каждого месяца, что не очень удобно для их анализа. Смещение – это количество дней, на которые этот сброс будет сдвинут. Я обычно ставлю 1 день, и сброс будет происходить в начале 2 дня месяца. Поддерживаемые тарифы. Этот параметр нужен в том случае, когда у вас стоимость потребленной энергии отличается в зависимости от времени суток. Если у вас один общий тариф, то это поле оставляем пустым. В уроке я покажу вариант с 2 тарифами, дневным и ночным. По аналогии можно добавить 3 и более тарифов. Придумываем название для него, я написал день и вводим в это поле. Нажимаем клавишу ввода и название тарифа появляется над текстовым полем. Теперь можем добавить следующий тариф.
Второй тариф я назвал «Ночь». Далее в уроке создадим логику, которая будет переключаться между тарифами в заданное время. В нижней части мастера создания счетчика есть еще несколько полей. Чистое потребление нужно для счетчиков, показания которых могут не только увеличиваться, но и уменьшаться. Так сказано в описании. Я так понимаю, имеются в виду двунаправленные устройства в тех хозяйствах, где есть собственная генерация. Следующий параметр нужно включить, если ваш счетчик передает данные в виде разницы с предыдущим значением, то есть дельты. Так делают в частности некоторые счетчики на токовых трансформаторах. Периодический сброс, он по умолчанию включен. Нужен для тех случаев, когда ваше устройство не умеет сохранять значение своего счетчика энергии при отключении питания или перезагрузке и, соответственно, периодически сбрасывает его в ноль. В этом тесте я использую розетку, показания которой сами не сбрасываются. Для этого нужно проводить специальные действия, поэтому этот параметр отключаю. Хотя, с другой стороны, он ничем мешать не будет. А если вы вдруг решите поменять розетку на другую и замените в настройках счетчика исходный сенсор энергопотребления, он вам поможет сохранить беспрерывность данных. После подтверждения введенных данных мы видим окно о успешном создании новой записи и конфигурации. Давайте посмотрим, что в нее входит. Мы создали сразу три объекта. Это Select, он нужен для выбора тарифа, в интерфейсе будет отображаться как выпадающий список. И два сенсора, один для дневного, второй для ночного потребления, по названию созданных нами тарифов. Сейчас разберемся, как это работает. Добавим созданные сущности в интерфейс, чтобы наглядно увидеть их работу. Этот процесс тоже показываю в конструкторе, хотя сам использую ручной режим работы Lovelace. Я сделал самую обычную карточку объектов, которую вывел. Сенсор времени, это просто текущее время. Далее, созданные только что сенсоры для дневного и ночного тарифа. Для сравнения добавил сенсоры розетки, потребления и мощности. И в завершении селектор выбора тарифов, третий из созданных нами объектов. Вот так она выглядит. Данные по тарифам еще не обновились, это нормально. Сенсор самой розетки, который считает все потребление без деления на время, показывает 0,1 кВт-часа. Нагрузки пока нет, она равна нулю. В селекторе сейчас выбран тариф «День». Если кликнуть на него, мы увидим второй тариф «Ночь». Его можно менять как вручную, так и автоматически. В зависимости от того, что сейчас выбрано, потребление будет сохраняться в один из двух сенсоров, дневной или ночной. Ставлю розетку на место и подключаю в него холодильник. Он, в зависимости от режима работы, может потреблять разную мощность, от нескольких Вт до нескольких сотен Вт. Сейчас, например, 114 Вт. И вот скрин через несколько секунд, уже 368 Вт, видимо запустился компрессор. Кстати, энергомониторинг для холодильника может выполнять и профилактическую роль. Если мы видим, что цикличность работы как-то поменялась, например мощность не падает, это будет говорить о какой-то неисправности. Пока данные обновляются, сделаем автоматизацию для смены тарифов. И тут я тоже буду использовать конструктор, хотя лично мне это очень неудобно. Переключение тарифов происходит в определенное время, его нам и нужно выбрать в качестве триггера автоматизации. Время это фиксированное, для примера ставлю 9 вечера. Вы устанавливаете то, когда происходит переключение тарифов. И действие запуск службы, которая будет переключать тариф. Нужная нам называется Select Option, не перепутайте с похожей для Input Select, потому что она нам не подходит. После выбора службы в меню цели выбираем опцию «Выбрать объект». И тут будет список сущностей Select, у меня только одна, только что созданная для холодильника. После этого в поле опций вручную пишем название тарифа, на который нужно переключить. Так как это автоматизация для вечера, то будет включаться тариф «Ночь». В конце остается придумать только имя для созданной нами автоматизации и сохранить ее. Аналогично создаем автоматизацию для переключения на дневной тариф. Тут я выбрал фиксированное время в 8 утра. В действиях та же самая служба и объект, только название тарифа «День». Таким образом, с 8 утра до 9 вечера будет действовать дневной тариф, а с 9 вечера до 8 утра ночной. Это всего лишь пример, вы ставите то время, которое действует в ваших тарифах. Так эти автоматизации выглядят в текстовом виде. В триггере используется штатная платформа «Время». Условий для нее я не прописывал, в таком варианте они не нужны. И в действиях выбранная нами служба, которая переключает Select на выбранный тариф. Если все сделано правильно, они должны отобразиться в списке автоматизаций. С момента подключения нагрузки прошел примерно час, за это время набежало 0,11 кВт-часа на выбранный дневной тариф. Помним, что в начале счетчик розетки показывал 0,1 кВт-часа, сейчас соответственно 0,21, то есть все считается правильно. В 9 часов вечера автоматизация переключила тариф на ночной, и с этого времени данные начнут накапливаться во втором сенсоре.
Вот через некоторое время. Сумма дневного и ночного сенсоров равна значению счетчика розетки с учетом ее начального ненулевого значения. И как видим, для показаний созданных нами счетчиков оно роли не играет. Теперь перейдем к калибровке. Это процесс установки своих начальных показаний, например, чтобы синхронизировать значения с квартирным электросчетчиком. Возможно, этот процесс нужно будет время от времени, раз в полгода или год, повторять, в случае появления каких-то расхождений. Переходим в раздел «Панель разработчиков», в которой выбираем вкладку «Службы». Здесь нам нужно выбрать службу Utility Meter Calibrate, которая появится в системе после создания первого объекта счетчик коммунальных услуг. В разделе «Цели» мы увидим перечень созданных счетчиков, у меня тут их два, дневной и ночной. Выбираем нужный и в поле значения вводим то число, которое присваивается выбранному счетчику, и нажимаем на кнопку «Вызвать службу». Не добавляется к текущему, а именно присваивается. Я ввел 123,5 кВт-часа, и теперь именно это число тут и появилось. Далее потребление будет добавляться к этому значению. Аналогично повторяем для каждого из созданных нами тарифных счетчиков. Как видим, значения счетчиков коммунальных услуг не зависят от начальных значений сенсора потребления энергии розетки или реле, поэтому нет никакой необходимости его сбрасывать. Нам нужно только его изменение. При необходимости можно на его основе сделать еще один счетчик без переключения тарифов. Он будет показывать чистое потребление и иметь возможность калиброваться. Утро следующего дня. За ночь набежал 1 кВт-час, а в 8 утра автоматизация переключилась на дневной тариф. Все работает корректно. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдете все необходимые ссылки на интеграцию, проверенные розетки с энергомониторингом, на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу в Facebook и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!